кленики. Очень красиво, конечно, вечером сегодня. Смотрите, какое солнце. Блин, как красиво сзади. Офигенно. Вот сколько это стоит? Сегодня у меня для вас небольшая, но очень скоростная тренировка. Хочу показать вам одну горочку в окрестностях Минска, в Беларуси. На моей любимой Раковщине эти горки. Знаменитая 12-километровая перемычка через деревню Новое Поле. Вот. Максимальная горка там в районе километра, пиковый градиент 15%. В окрестностях Минска это, наверное, одна из самых быстрых горок, по моим предположениям. Точнее, я хочу на ней катнуть 80 км в час. Есть у меня такая бредовая мечта. Не факт, что это будет сегодня именно, но надо потестить. Я конкретно эту горку и после Фриу пока не тестил, но вот настала пора. Там несколько больших горок. Это Беларусь. В Беларуси нет слишком долгих затяжных и крутых подъемов, потому что, в принципе, максимальная высота в стране 345 метров. И в среднем перепад, ну, до 100 метров можно найти, но это будет либо полого и далеко, что-нибудь в районе 2%, а то и меньше. Либо, если это что-то крутое, то, конечно, оно не будет длинным. Но вот эта перемычка включает в себя несколько горок, довольно агрессивных, для работ очень хорошо. Да, не затяжное, но очень красиво, атмосферно, лес вот такой вот сосновый. Офигенно, это уже такие первые отроги на Лебокской пуще. Перемычка между Гродненской трассой, вот этой, по которой мы уже как-то ездили с вами не раз, и городом Заславль. 12 километров офигительных горок и красот. Сейчас все покажу вам. И себе заодно. Отличный закат. Теплые лучи касаются велогонщика, подвергая его все новым приключениям, высотам и скоростям. Кстати,
Сегодня пассажирская кабина будет на груди, поближе к сердечечку, чтобы если вдруг оно перестанет биться, вы там поделали искусственное дыхание, подышали. Ну, бездыханное тело. Ну и либо если оно там на каком-то крутом подъеме от радости и счастья разорвется, просто чтобы зашили. Так что нитка с иголками в велоаптечке лишней не будет. Никакого чая не заваривайте. Будет не до этого. Вот начало этой перемычки. Надо кому в кусты? Охрененно. Компот сливово-вишневый, самодельный, 80 грамм фруктозы на литр. Ну что, ребятки, поехали кататься. Офигенный сосновый лес на 360 градусов. Летом здесь полно черники и грибов. На всей этой перемычке нет ни одного ровного участка, в смысле плоского. Она вся идет такими волнами. Вверх-вниз, вверх-вниз. Офигенно. Сегодня нет глобальной задачи наваливать в подъемы. Хочу спуск протестить хорошенько. Вы просто заскочили сюда по дороге с вами. О, как солнце закатное поджигает листву, офигенно. Классно. Ну вот, 6% почти, 5,5%. Небольшой спуск, совсем маленький. По обратную сторону классно залетать будет. Там спуск получше с той стороны. Вон как солнце режет дорогу, офигенно. Острейшее закатное солнце. Так, что тут? Вот этот скат хороший к новому полю. Можно 60 нестись с копейками на лайтах. О, кленики. Не достать. Так, тут уже 5,5.
6,5. Восемь с половиной. Ну, короче, тут 9% на пике где-то. Очень красиво, конечно, вечером сегодня. Смотрите, какое солнце. Класс. Семь с половиной. Вот тут тоже небольшой спуск прикольный. Ребятки шоссеры тренируются. Для работ уникальная перемычка в окрестностях. При желании можно упороться на все бабки, если наваливать. Ладно, потанцуем чуток. Там он сейчас не с горки, с той стороны в эту, которую я хочу прокрутить. Ну и как это водится по исконной велосипедной традиции скоростных даунхильщиков, с любым крутым навороченным даунхиллом всегда есть кладбище с каплицей. У каждого даунхилла должно быть свое кладбище. Мы как-нибудь обязательно снимем подробное кино про все это. Но может и не мы. Где-то тут вот самый горбун 10 показывает. Он коротенький, конечно, но вальнуть можно. 11%.
Ну, вот сейчас было где-то в районе 12 за спиной. По солнышку. О, да. Загорать. Деревня Новодворщина. Вёсочка. Фактически верхняя точка всей этой перемычки, главный перевал. Блин, как красиво сзади. Офигенно. Бля. Вот это охренеть. Такое оранжевенькое все. Блин. Это невозможно отлипнуть от этого. Вот что я скажу вам, ребятки, глядя на такое потрясающее зрелище. Когда у вас там кто-то спросит, чего же ты добился в жизни, а ты будешь находиться в очередной фазе какой-нибудь грусти, думая, что ничего у тебя нет. Добиться, добиваться от слова добить, добивать, убивать. Добивать хорошо мертвую рыбу, если она тебе нужна в качестве еды. А жизнь, она не для того, чтобы добивать ее добиванием чего-либо. Она для того, чтобы ее любить, чтобы она любила тебя в ответ. И не в этом вот ключе ты мне, я тебе, а просто потому, что вам вместе круто. Чего ты добился в жизни? Я сегодня добился вот чего. Блин. И это круче всего, что там мы могли втереть и продать. Вот сколько это стоит в деньгах. И есть такие деньги. Я понимаю, там в камере видно, наверное, не очень. Но снаружи здесь просто чума. И это мы еще не начали ехать в Большую гору. Она вон в ту сторону. Сейчас пока проедем, как раз солнце чуть-чуть уйдет за деревья, чтобы в глаза не засвечивало, а то там на спуске скорость большая будет. Я хочу ее вот раскрутить. О, это было круто. Что тут скажешь? Машинки, давайте. О, этот момент. Горы раскрывают человека, даже если это маленькая гора. А человек огромен, она все равно способна раскрыть все потаенные уголки его души, из которых так и лезет истина. В последней инстанции, естественно. Честно, не люблю эту плантологию за рулем, а что там где-то. Катайся. Но сейчас мы едем легко. И как будто кто-то из вас тоже едет здесь. В последнее время в комментариях или в личках, не в комментариях, как минимум несколько человек я знаю. Мы в реальной жизни еще не встречались пока. Но вот есть такое на уровне духовной близости, когда вот человек говорит теми же самыми словами, теми же самыми ценностями оперирует, что и ты. И часто среди людей, вот, кто ищет, не часто, это все время, постоянно, ищущие люди, стремящиеся
испытатели себя, своей жизни. Есть иногда, точнее всегда, ощущение того, что ты один, что никто не мыслит так, как ты, никто не интересуется этим, никому это не интересно. Тебя немножко гложет то, что их много, бурлящих в этой суете, а ты такой отдельный. Ты-то понимаешь, что то, что ты нашел, то, что ты видишь, вот как это солнце сейчас, оно перекрывает все, что тебя может предложить эта суета галимая. И вот в такие моменты, как сейчас, как вот на этих спусках, как на этом закате, даже если ты едешь один, ты чувствуешь спиной всех этих ребят, едущих где-то там. В такие моменты, сука, тебя никто не собьет с этих ощущений. Ты знаешь, где жизнь. Она здесь. Сейчас, сука. И я знаю, что где-то там едешь ты. И это наша земля. Это мы ее крутим и будем. А сейчас будет охеренный вид на Минск. Вон он. Я все не доехал сюда. С объективом 300 миллиметров. Я хочу отсюда снять его. Не видно в камеру, конечно же. До него километров 20. И больше. Там говорят, что ты там не повзрослел. Или еще что-то. Они в глубине чувствуют. Что ты живее, правдивее. Блядь, что-то звук. И более настоящий. И они пытаются это обесценить. Потому что они добивались. Только не поймут, почему глаза такие грустные. Чтобы ты никого в глаза своих светом окружающих в асфальт. Они хотят тебя вернуть на землю. Но когда в тебе миллионы ватт, горячая кровь, кипучая воля и тяга к свободе и горизонту, тебя не догнать, не остановить, не переубедить невозможно будет. Потому что для этого нужны хотя бы, сука, крылья. И не вокруг колес, а на спине. Странно прозвучит, но мне похрен. Ребята, я знаю, что в этом есть. И я люблю вас. Ладно, доедем до Составля. Чуть осталось. Бля, что-то стреляет, сука. Дополню немного мысль.
ребят с Петром ехали, тренировались. Это секция, скорее всего. А может, велоклуб, а может, что-то. Здорово. Но я говорил немножко даже о другом. Знаете, этот момент порой, да весьма часто, говорят, так все же вот это, все же вот то. Для очень многих людей вот это вот коллективное. Вот из ровера кто-то проехал. То, что нужно всем, то нужно и мне. И чем оно больше нужно всем, тем и для меня желательней. Но коль раз мы уже об истинной любви завели тут диалог, который монолог, но я хочу верить, что это диалог. И вот когда тебя вот так вот одного, когда вот парень сейчас ехал, ты едешь и полностью чувствуешь момент. И никакая толпа, никакая социальная значимость, ничего чего-то не преумолит твоего ощущения, чувства и видения прекрасного настоящего, прекрасного настоящего в этот момент. Потому что ты это просто видишь. Тебе не надо в это верить. Веришь ли ты там что-то? Ты это видишь, ты это чувствуешь, ты это знаешь. И даже если все будут галдеть, тебя не собьешь. И здорово, когда рядом есть такие же люди. Ребята, девчонки, напарники, напарницы, друзья и подруги по жизни. А возможно даже вторая половинка. Которые могут быть рядом. Так, проверим, что там по батарейке у нас. Опа! Чтобы он не выстегнулся в самый неподходящий момент. Зелененько, Кирши. Это вот сейчас разворотное кольцо было как раз на окраине Заславля. Очень красивый городок, красивые церкви, костелы. Обязательно как-то заедем, покажу. Ну вот солнце как раз уже практически село. Ни черта не видно, скоро будет. Все как мы любим. О, дымок, печка, блины, сметана, сахар. Бля, кто-то не хотел наваливать в горки, да? О, там дорожка. Я, кстати, туда не ездил еще налево. Никогда. Такое вечернее спокойствие полей, холмов окрестных. Где-то там, за лесом по правую руку,
за трассой. Опускается вечер на город Раков. Он однажды засияет жемчужиной посреди скоростного фильма. Там есть офигенная горная петля с офигенными деревнями. 1000 лет хочу это снять и показать вам, самым избранным из избранных. Нам не нужны миллионы, нам нужна суть. Суть удел немногих, и меня. Блять, может покрутишь пиздобол, а? Давай, задропай, блять. За детский сад. А говорят, мужики не танцуют. Это смотря с кем. Блять, я люблю это дерьмо. Дить белый свет, мне лучше в полной темноте. Бля, как клёво слева. Вау. Надо тут будет днем поснимать. На эту дорожку можно снимать вечно. Ну что, и вот мы приближаемся к горке нашей сегодняшней мечты. Стена, которая отделяет мальчиков от мужчин и наоборот. Живых от мертвых, улыбающихся от скорбящих. Налево дорожка идет на деревню Крылова, водохранилище Крылова. Это если кто не в курсе. Кстати, кто-нибудь знает, как звучит самый сексуальный звук на планете? А вот. Лезем на перевал. Не знаю, конечно, 80 мы сегодня не вкрутим. Но до 70 раскатим, попробуем. Чтобы там крутануть 80, там надо хорошо, удачно подъехать к крутому сегменту. И это на моей трансмиссии 5011, а края это каденс 140 должен быть. В целом норм, а просто там не такая уж длинная горка, чтобы успеть. Ну вот, мы подобрались потихо. Дадим ногам вдохнуть и выдохнуть. Настроиться на соприкосновение с прекрасным.
хлебнем. Хлебнем, как крови богов. Каждый малый знает, что на даунхилле главное две вещи. Не пиздануться и не обосраться. И желательно еще и не убиться. Ну, сегодня такой прекрасный вечер. Такая веселая компания. Такие клевые горки. Что я так скажу? Да вообще похрен. Птица об этом не думает. Что до нас? Едем. Рано. Зайди до нее. Блин. Да, вираж не тут. А у меня велосипед помнит поворачивать. Давай! Охрененно! Градусов. Плотно. Плотно. Блин, ну сколько... О, кто-то бежит. Собачки. Блин, плотный воздух чувствуется. 9 градусов. На 70. Упираешься в стену уже. Привет! Привет! Песик, а вы тут катаетесь? Ха-ха, прикольные собачки. Да, гипотетически 80 можно тут ломануть. Даже на этой трансмиссии. Но должно быть потеплее, наверное. И ноги посвежее. Но будем пробовать пытаться. Чё? Короткая, конечно, она. Ну и тут еще одна. Поменьше она. Темновато уже. Ну ничего. Ну это коротенько. Но дело ведь не в размере, а в его количестве. Залезем на эту горочку по-быстрому и потом эпично ворвемся в новое поле.
Ну чё, ворвемся в этой ночи эпично в новое поле. Что ты моргаешь? Ну ладно. Правда, камешки на вираже. Надо не соскочить вот на это. Ну и похрен. Как круто. Бля, люблю это дерьмо. Да, детка. Будь эпичен и не ссы. Хорошо. Новое поле после заката. Под роялем спит у скрипача инструмент разбит. Вон какой домик классный. Ну, не видно уже ни хрена, ну ладно. Очень такой ювелирненький. Ну все, заезжаем в лес, скоро трасса. Что там происходит, алло? Да, катнем еще раз. Почему у меня нет передней фары? Ну, во-первых, сейчас еще недостаточно темно. Я ставлю просто маячок, чтобы встречные меня видели. А как я вижу дорогу? А я скажу. А меня научил Кемал. Кемал — это легендарнейший Чапан и великий человек с поляны Эммануэля, северных склонов Эльбруса. Более 2 десятилетий он проводит там лето со своими отарами овец, стадами коров. Я у него спросил как-то, когда Кемал собирался ехать с поляны Эммануэля к себе в Тернаус, домой в Пылым, 60 километров по лютым горным грейдерам, просто чумовым. Надвигалась ночь, а у него на УАЗике не горели фары. Я говорю: Кемал, как ты поедешь на ночь глядя без фар? И он такой: сейчас вот это допью, глаза загорятся. У тебя глаза должны так гореть, чтоб всю дорогу освещало и тебе, и людям. И туда никакие фонари не нужны. Вот такой вот лайфхак от моих кавказских друзей. Ну вот, подъезжаем к трассе. Вот, ребятки, выезжаем на трассу. Ну, еще 30 километров до Минска. Закаточка. Всего трек тренировки сегодня около 80 километров. Главное никого не сбить.
Спасибо, ребятки, за сегодняшнюю такую классную покатуху. Я думаю, вам тоже было так же не скучно, как и мне. Получилось очень душевно, местами даже быстро и очень сердечно. А все потому, что вы были у самого сердечечка. Прямо вплотную к датчику пульсометра. Сердце к сердцу с горки птицы. И не могу остановиться я. Такое вот кафе тут уже много-много лет. Обожаю эту трассу. Если то, о чем мы там говорили, где-то в середине горок, про толпу и людей вне ее, если хоть кому-нибудь это будет понятно, или даже близко, я буду чертовски рад и тронут. Хочу огромный привет передать Васе из Магнитогорска. Наверное, это было для тебя. Привет тебе, респект. Пожалуй, наши закадровые разговоры в личке и послужили подоплекой паре-тройки тех мыслей, что я посчитал нужным записать в это кино. Все, ребятки, всех обнимаю, а девчонок еще и целую, удясные. Я поехал домой кипятить чай и жарить пельмени. Все, я Виктор. Увидимся на следующих трассах. Пока, катайте. Так люблю людей. Всех. Кроме тех, которые бесят. А ты, блин, не бесишь никого, да? А я же лапочка. Только вперед, ублюдка! Снять паруса! Северный флот, никуда. Скопидор! Но мне было все равно, я больше не хотел видеть, как вокруг меня сходят все с ума. Так тому же не дает покоя мне красавица одна. Что ей нужно от меня понять я не могу. Вот и сейчас ее шаги слышен наверху. Умоляю, не пытайся, сука, вытащить меня. Все равно не уцеплюсь за сбросанную вниз веревку я. Да невозможно меня переубедить. Непонимание, я устал. Мечтаешь о любви, а это тут при чем? Я все равно останусь для тебя в тени.